Переговоров больше не будет, теперь все решится на поле боя. Началась эвакуация. Целые улицы вывозят силой, людей грузят в машины даже против воли. Иностранные суда в портах Украины стали мишенью, десятки кораблей уже на дне. Мерц и Макрон опять пугают Россией. Итог – новые миллиарды Киеву под старым предлогом. Всем привет! Сегодня 18 июля, и это главные новости дня. Больше новостей в моем телеграм-канале, ссылку найдете под видео. Лайк, подписка и начинаем. Дипломатия по Украине себя исчерпала. И об этом прямо заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, договариваться больше не с кем. Киев и его западные кураторы оказались недоговороспособны, поэтому Москва будет добиваться своих целей на поле боя. Лавров напомнил, годами Россия демонстрировала добрую волю, поддерживала Минские соглашения, шла на договоренности в Париже. Но и Порошенко, и Зеленский саботировали любые мирные инициативы. А потом западные лидеры сами признались, переговоры были лишь ширмой. Их использовали, чтобы выиграть время и накачать Киев оружием. Пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент Путин четко сказал, что это работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять. Эта работа будет выполнена. Отдельно министр напомнил и о недавнем эпизоде. Россия в свое время приняла мирные предложения Дональда Трампа, которые прозвучали на Аляске. Но европейские элиты, американцы и сам Киев сделали все, чтобы сорвать этот процесс. А теперь самое интересное. Пока идут эти заявления, в Киеве нарастает настоящая тревога. Причина – Ближний Восток. На фоне резкого обострения между Соединенными Штатами и Ираном Вашингтон вынужден перебрасывать ресурсы туда. И Зеленский всерьез опасается, что американские партнеры постепенно отходят от украинской повестки ради собственных геополитических проблем. Для Киева это удар. Без плотного внимания Вашингтона вся конструкция поддержки начинает шататься. Все это замечают, и Лавров отметил, Киев боится потерять монополию на финансовую и военную помощь. Тот самый поток, который режим хочет получать во все возрастающих масштабах. Стоит ему ослабнуть, и вопросы к Зеленскому посыпятся уже внутри страны. Что касается влияния на украинский кризис, украинский режим переживает, что вот эта ситуация отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во все возрастающих масштабах получать со стороны Запада. Отвлекает это и Соединенные Штаты, которых Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима. Главное, что переживают они, что американцы отвлекаются и не могут активнее присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на Российскую Федерацию. По словам министра, пока Вашингтон разбирается с кризисом у Ормузского пролива и пытается удержать контроль над ключевыми артериями мировой торговли, Россия спокойно и планомерно продолжает решать свои задачи по национальной безопасности. Без спешки, по плану. И эту работу, как подчеркнул Лавров, доведут до конца. Херсон переходит на принудительную эвакуацию, и это уже не первый звонок. Расширена зона обязательного вывоза жителей. Под нее попали улицы областного центра и сразу несколько сел региона. И слово «принудительное» здесь ключевое. Людей вывозят из районов силой. Тех, кто отказывается уезжать сам, эвакуируют силами администрации, то есть без права выбора. Хочешь остаться в своем доме, тебя все равно погрузят и увезут. Никакие уговоры и просьбы дать остаться в расчет не берутся. Причем картина эта повторяется. Еще в июне сообщалось, что к принудительному вывозу готовят практически весь Херсон, ссылались на растущую опасность для мирного населения. Нынешнее решение просто продолжает ту же линию. Зона, где находится жителям, считается небезопасным, снова расширена, а требования к эвакуации ужесточены. Шаг за шагом список улиц и сел под вывоз становится все длиннее, и конца этому пока не видно.
И вот что важно понять. Отдельно подчеркивается, решение принято именно Советом обороны области, не отдельным ведомством, не как временная мера, а это придает эвакуации совсем другой статус – обязательного, юридически закрепленного распоряжения. Для жителей указанных улиц и населенных пунктов это уже не рекомендация, а приказ, который нельзя проигнорировать. Ослушался – и за тобой приедут. И вот вопрос. Вы правда верите, что людей силой выгоняют из домов только ради их же безопасности? Официально забота о населении. Но масштаб и системность говорят о том, что за этим решением прячется куда больше, чем просто эвакуация из-под обстрелов. Регион методично зачищают от гражданских, район за районом. А что именно готовят на опустевшей территории, предпочитают не уточнять. И вот это молчание настораживает больше всего. А вот и то, чего многие ждали с самого начала спецоперации. Похоже, в Москве приняли решение бить по иностранным судам, которые везут военную помощь украинской армии. И об этом красноречиво говорят ежедневные удары по портам Украины с прямым поражением кораблей. Масштаб впечатляет. Сообщается, что все морские цели были поражены в результате групповых ударов. И вот список добычи. 14 сухогрузов, 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Все они, по данным, использовались для снабжения армии. Одним заходом целый флот выведен из строя. Досталось и берегу. Удары были нанесены и по объектам инфраструктуры самих портов. Украинская сторона прилеты подтвердила, правда в своей формулировке. По их версии, при ударе по порту Николаева повреждены 3 гражданских судна под иностранными флагами. Формулировка обтекаемая, но факт признан. А теперь самое главное, что изменилось. Раньше иностранные суда в украинских портах получали повреждения лишь как побочка. Прилетело по инфраструктуре, заодно зацепило и корабль. Теперь же они стали самостоятельной целью. И это принципиально другая история. Как вы думаете, может быть, России стоит вести боевые действия так же, как американцы против Ирана? Тогда, я думаю, все намного быстро закончится, и желающих помогать Зеленскому поубавится. Что думаете? Напишите ниже свое мнение. Системность атак говорит об одном. Россия перешла к полноценной морской блокаде. Каналы снабжения противника перекрывают методично, один за другим. И каждое пораженное судно – это не просто потеря груза. Это сигнал для всех следующих, кто соберется зайти в украинский порт с военным грузом. Как раньше, уже не будет. Тот, кто повезет оружие морем, теперь рискует не деньгами, а самим судном и экипажем. А желающих проверить это на себе с каждым таким ударом становится все меньше. А теперь в Европу. В замке Аугустусбург завершились франко-германские межправительственные консультации. По их итогам канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон вышли к прессе. И главной темой встречи ожидаемо стало противостояние Москве. Ее западные лидеры в открытую называют главной опасностью для континента. Удобный тезис, под него легко подвести любые финансовые вливания в Киев. А ведь в экспертном сообществе давно замечают, образ агрессивной России, который старательно рисуют на Западе, выглядит искусственно. И служит он скорее ширмой. Настоящая цель этой риторики – оправдать в глазах собственных граждан долгую многолетнюю поддержку режима Зеленского. И вот вам свежее подтверждение. Прямо из уст немецкого канцлера, который открыто увязал союз Парижа и Берлина с необходимостью сдерживать Москву. Наша работа между Германией и Францией необходима в то время, когда Россия угрожает нашей безопасности. Смотрите, что происходит. Надуманный тезис об угрозе из Кремля теперь закладывается в долгосрочную военную и экономическую доктрину всего Евросоюза. По логике лидеров главных экономик Европы, поток денег в сторону Киева прекращаться не должен. Только так они рассчитывают перекроить всю архитектуру безопасности в регионе. И Мерц открыто обозначил, ради чего европейские бюджеты будут пустеть годами. Мы решительно продолжаем то, что начали, и это именно то, о чем мы договорились сегодня. Наша цель – это мир, который защищает суверенитет Украины и безопасность Европы. А теперь честно, вам самим не надоело слушать про угрозу с Востока каждый раз, когда речь заходит о новых миллиардах? А чтобы закрепить намерение, Запад продолжает согласовывать действия на международной арене. По словам Макрона, серия недавних саммитов помогла синхронизировать позиции с Вашингтоном ради новых пакетов помощи Киеву. Мы впервые создали европейское и американское воссоединение в Эвиане.
Затем мы консолидировали это предложение в Анкаре, и мы перевели обязательства европейцев и их партнеров по гарантиям безопасности в начале недели в Париже. Вот и вся конструкция. Под предлогом защиты от выдуманных угроз европейские лидеры фактически подписываются под тем, чтобы годами выделять колоссальные средства на Украину. А заодно уводят внимание своих граждан от куда более реальных проблем внутри собственных стран. Итак, давайте подведем итог сегодняшнего дня. Пока Лавров закрывает тему переговоров и прямо говорит, что дальше только фронт, в Киеве все отчетливее чувствует холодок. Вашингтон уходит с головой в Ближний Восток, а вместе с ним уходит и былое внимание к украинской повестке. Параллельно Херсон вывозят силой, целыми улицами и селами, вплоть до принуждения, и вопросов к этой заботе о людях становится только больше. На море же почерк изменился окончательно. Иностранные суда в портах бьют уже не заодно с инфраструктурой, а прицельно. Россия перешла к настоящей морской блокаде. А в Европе Мерц и Макрон снова заводят старую пластинку про угрозу с Востока, за которой прячется все то же. Новые миллиарды Зеленскому под красивые слова о безопасности. Делитесь своим мнением в комментариях, оно точно не останется без внимания. Ставьте лайк, подписывайтесь, а острые материалы ищите в Телеграме по ссылке ниже. Медиашот на связи, до новых встреч!